«Ванечка, не женись ты на этой Таньке», — говорила сыну Клавдия Дмитриевна. «Гулящая она, непутевая. В поселке про нее что только не говорят». «Мама, мне все равно, кто и что говорит. Вранье это все. Я люблю ее. И тебе не нужно говорить про Таню плохо. Она моя невеста и скоро станет женой». «Невеста!» — воскликнула мать. «Да пока ты в армии был, не больно-то она тебя ждала. Сама лично я ее сколько Смирновым видела». «А что ты видела? Свечку держала?» «Нет, но...» «Вот именно, что но?» Оборвал Клавдию Дмитриевну на полуслове Иван. «Ничего не хочу слышать. Я сам разберусь со своей личной жизнью». «Эх, Ваня, сынок, приворожила она тебя, что ли? Но почему ты совсем мать не хочешь слушать?» Покачала головой Клавдия Дмитриевна. «Потому что, мама, я уже взрослый и сам могу решать, как и с кем мне жить». Через 2 месяца играли свадьбу. «Мне кажется, невестка твоя в положении», шепнула на ухо Клавдии ее подруга Анна. «Да и мне самой так кажется. Животик уже немного заметен, лицо как-то оплыло, и к шампанскому она не притронулась, чуть губами касается, но не пьет. Бабкой скоро станешь». «Ай!» — махнула рукой Клавдия. «Да хоть деткой, лишь бы сын был счастлив. Ты же знаешь, как я не хотела, чтобы он на Таньке женился». «Знаю, молва про нее нехорошая». «Вот именно. А Ванька не верит. Влюбился по уши. Но я и смирилась. Не хочется сына потерять». После свадьбы молодые поселились на съемной квартире. Таня наотрез отказалась жить в доме свекрови, хотя Клавдия Дмитриевна и приглашала их к себе. Место в квартире было. Но Таня знала, что свекровь ее недолюбливает, и настояла на том, чтобы жить отдельно. Через 5 месяцев у Ивана и Тани родилась дочка. Девочку назвали Оксаной. Отсидев в декрете и отдав дочку в детский сад, Таня устроилась продавцом в продуктовый магазин рядом с домом. Иван работал в автосервисе. Жили они неплохо, особо не ругались. Клавдия Дмитриевна попривыкла к невестке и даже успокоилась на ее счет. Может, и не гулящая она, может, наговорили люди из-за зависти, говорила женщина подруге Анне. Вроде ладно живут между собой, девчонку растят, в доме чисто. Ну дай бог, чтоб так и было, отвечала Анна. Иван был на работе, когда зазвонил его мобильник. «Иван Сергеевич, здравствуйте. Это Ольга Андреевна, воспитатель. Время уже 7 вечера, садик закрывается. Вы когда Оксану заберете?» «А разве Татьяна не забрала?» – удивился Иван. «Нет, за девочкой никто не приходил». «Извините, Ольга Андреевна, сейчас заберем дочку». Иван позвонил жене, но ее телефон был недоступен. Мужчина забеспокоился. Неужели с женой что-то случилось? Сам он был на работе, не мог так сразу отлучиться, поэтому позвонил маме и попросил забрать Оксану из садика. Сердце у него было не на месте. Он попросил друга Мишку подменить его и бросился домой. Дома никого не было. На столе лежала записка, написанная рукой Тани. «Я ухожу от тебя. Встретила другого. Не ищи меня. Позаботься о дочке. С тобой ей будет лучше. Прости. Таня». Иван сел как подкошенный. Он не мог поверить в происходящее. Еще сегодня утром все было хорошо. Они собирались на работу. Таня приготовила завтрак, повела Оксану в садик. Иван привычно сказал ей «до вечера». И она ответила ему то же самое. Что могло случиться? Уже потом Иван узнал от людей, что его жена закрутила роман с прапорщиком из воинской части, расположенной рядом с их поселком. А когда прапорщика перевели на новое место службы, он позвал ее с собой. «Вот,
Я же тебе говорила, не женись на Таньке. Люди-то правду о ней говорили, и меня предчувствия не обманули. И ведь какой дрянью нужно быть, чтобы ребенка бросить? Кукушка, сказала Клавдия Дмитриевна, узнав о бегстве невестки. Мама, не надо, мне и так скверно сейчас. Ладно, Ванечка, не буду. Ты мой сын, я люблю тебя и переживаю очень. С Оксаной я тебе буду помогать, за это не беспокойся. Вырастим девочку. Началась у Ивана новая жизнь, вдвоем с дочкой, без жены. «А где мама?» – спрашивала 4-летняя Оксана. «Уехала в командировку. Надолго», – отвечал отец. Он не придумал, что еще сказать дочери. Не говорить же правду, что мама ее бросила. Через полгода Таня приехала в родной поселок на похороны отца и заодно решила оформить развод. Иван довольно спокойно отреагировал на ее приезд. К этому времени в душе у него все перегорело. Любви к этой женщине не осталось, только разочарование и неприязнь за то, что бросила дочь. «Ты не хочешь увидеться с дочкой?» – спросил Иван, когда они вышли из здания суда. «Нет», – холодно ответила Таня. «Знаешь, я все могу понять. Случилась у тебя любовь. Наверное, меня ты и не любила никогда. Я порой чувствовал холод с твоей стороны, но гнал от себя эти мысли. Но дочку-то как ты могла так вот взять и вычеркнуть из жизни?» Татьяна молчала. «Что, нечего сказать?» – продолжил Иван. «А она про тебя первое время постоянно спрашивала, а я не знал, что говорить. Сказал, что в командировку надолго уехала». «Да, я влюбилась», – прервала свое молчание Таня. «И не думала, что такая любовь бывает. Я на все была готова ради него. Он условия поставил. Сказал, что чужой ребенок ему не нужен. А я без Пети жить не могла, дышать не могла. Можешь презирать меня. Сама знаю, что плохая мать. Поэтому Оксане с тобой будет лучше. А видеться с ней не хочу. Что ей скажу? В глаза как посмотрю. Ну, как знаешь, Таня. Прощай. Прощай». Прошло 10 лет. Иван уже 8-й год был женат на Марине. Она родила ему 2 сыновей. От первого брака у нее была дочь Наташа, ровесница Оксаны. Девчонки подружились и стали настоящими сестрами. Жили они все дружно. По выходным старались выезжать на природу или устраивали семейные посиделки с домашней выпечкой, настольными играми. Оксана окончила музыкальную школу, занималась спортом, училась на одни 5. Иван гордился дочерью. Она была доброй и ласковой девочкой. В материальном плане у семьи тоже все было хорошо. Иван открыл свой автосервис, Марина работала врачом-терапевтом, Клавдия Дмитриевна и мама Марины помогали им растить мальчишек. Все эти годы Татьяна не появлялась и не давала о себе знать. Иван и не вспоминал о ней. Он был счастлив с Мариной, которая стала хорошей и заботливой матерью для его Оксаны. Однажды он возвращался с работы и увидел на лавочке возле подъезда женщину. Она сидела сгорбившись, теребя в руках носовой платок. Иван прошел мимо, но она его окликнула. «Ваня!» Мужчина остановился. Он не поверил своим глазам. Перед ним сидела Таня. Но как же она изменилась! От былой красоты не осталось и следа. Располневшая, под глазами мешки, волосы с незакрашенной сединой. «Что, сильно изменилась?» Криво улыбнулась она, видимо, догадавшись, о чем он подумал. «Сильно. Не узнал бы тебя», — честно ответил Иван. «Что ты здесь делаешь?» «Хочу с дочкой увидеться, с Оксанкой». «Да? А ничего, что больше 10 лет ты не хотела ее видеть, вычеркнула из своей жизни.
Я жалею об этом, ответила Таня. Но все же я мать. Мать? Кукушка ты, а не мать. Дочь на мужика променяла. Оксана другую женщину мамой давно называет. Уходи, Таня. Не нужно травмировать девочку. Тем более я рассказал дочери правду, что ты ее бросила. Зачем? А что, я должен был и дальше врать про командировку? Или сказать, что ее мама, оказывается, космонавт и улетела на Марс, и поэтому вернется через много лет? Или что ее похитили инопланетяне? Что я, по-твоему, должен был рассказать нашей дочери? Разозлился Иван. Я не знаю. Заплакала Таня. Зато я знаю, когда ты выбрала своего прапорщика и отказалась от Оксаны, то должна была понимать, что обратной дороги не будет. Уходи, Таня, и больше здесь не появляйся. Выслушай меня, Ваня. Я всего на несколько дней сюда приехала. На могилу родителей, да с дочкой хотела увидеться. Петя меня давно бросил, нашел себе помоложе. Я пить начала с горя, но теперь все, завязала. Еду к сестре в Рязань, она давно меня зовет. А вдовела она 3 года назад, детей нет. Одиноко ей, и мне одиноко, а вдвоем веселее. Так ты не дашь мне с Оксаной увидеться? А что ты ей скажешь? Прощения буду просить, в ноги упаду. Оксана сейчас на соревнованиях, она же спортсменка, ее нет в поселке, вернется через несколько дней, сказал Иван, и это было правдой. Ясно, значит, не судьба. Знаю, что не врешь мне. Я же тебя хорошо помню, ты врать не умеешь. Не умею. Ну, хоть фотографию дочки покажи, какой она стала. Умоляюще посмотрела она на Ивана. Иван достал из кармана мобильник. В нем было много фотографий Оксаны. Он показал несколько из них бывшей жене. «Красивая», — улыбнулась Таня и вздохнула. «Прости меня, Иван. Ты прав, кукушка я, а не мать. Потому мне, видимо, Бог и детей больше не дал. Петя очень хотел ребенка, а я не смогла родить. Тогда он меня и поколачивать начал, и обзывать. Ну а потом другую нашел. Эх, да что там вспоминать. Махнула рукой Таня. Жизнь меня за все наказала. И за то, что тебе изменяла, и за дочь, которую бросила. Ладно, пойду я. Прощай, береги дочку. Прощай, сказал Иван. Он вошел в открытый подъезд, и в этот момент зазвонил его телефон. Это была Оксана. «Да, доченька, как ты там?» «Умница! И у нас все хорошо. Мама к твоему приезду торт твой любимый сделает. Очень ждем тебя, скучаем». Таня немного послушала разговор Ивана с дочерью, тяжело вздохнула и пошла восвояси. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.